Empathetic joy in Sanskrit and Pali is mudita. Сопереживающая радость на санскрите и пали называется мудита. And empathetic joy is a rejoicing in the virtues and good fortune of ourselves and others. И эта сопереживающая радость есть сорадование добродетелям и благой участи нашим собственным и других. And I think this is something particularly important in our modern society. И это, полагаю, нечто особенно важное в современном обществе. Because as we saw in the last session, that in our modern society, we seem to always focus on the negative. Потому что, как мы увидели в предыдущей сессии, в современном обществе мы склонны все время сосредотачиваться на негативном. And when we focus on the negative, we often do this cognitive fusion we looked at. А когда мы сосредотачиваемся на негативном, то осуществляем когнитивное слияние, которое мы рассмотрели. So we're identifying ourselves and others, often with our negative thoughts, emotions and behaviors. Отождествляя себя и других с, как это часто происходит, негативными мыслями, чувствами и поведением. So we have a completely biased, unbalanced view of ourselves and others. Так что присутствует совершенно предвзятое, неуравновешенное восприятие самих себя и других. So I think this empathetic joy can help to fix that imbalance. Полагаю, сопереживающая радость позволяет справиться с этим дисбалансом. Because this empathetic joy is a rejoicing in the good things in ourselves and others. Потому что сопереживающая радость – суть сорадования благим вещам, связанным с нами и другими. And also, it's a very good antidote to jealousy. Также это очень хорошее противоядие от зависти и ревности, Which often also seems to be very strong in our modern society. которые также очень часто в нашем современном обществе мощно проявляются. If someone else has something good happen to them, or they do something good, Если с кем-то иным происходит что-то хорошее, если другой человек делает что-то хорошее, we often become very jealous. мы часто впадаем в сильную зависть. So the antidote to that, of course, is to rejoice in when other people are doing good things. Противоядие от этого, разумеется, состоит в том, чтобы посорадоваться тому, что другие совершают благие вещи. But also here, when we're doing this rejoicing, we need to be careful not to engage in cognitive fusion. Но и здесь, занимаясь практикой сорадования, нам важно не впасть в когнитивное слияние. For example, if someone's doing some good behavior, Например, если кто-то поступает благим образом, then when we praise the person normally. мы, вознося хвалу, обычно хвалим человека, личность. And this can lead to problems. И это может привести к проблемам. Because if we say you're such a good person, Ведь если мы говорим, ах, ты такой хороший человек, then of course, that could lead to them having a puffed up mind, thinking that they're special. это может привести к тому, что у человека ум раздуется, возникнут мысли о том, что он или она особенные. In fact, I'm better than everyone else. Да и вообще, на самом деле, я лучше, чем все остальные. So when we're doing this empathetic joy or rejoicing, И когда мы осуществляем эту практику сопереживающей радости или сорадования, we should avoid cognitive fusion. когнитивного слияния необходимо избегать. And if we're actually praising someone, И если мы кого-то все-таки хвалим, then praise their behavior, not the person. мы хвалим их поведение, а не личность. Because if you praise their behavior, that will encourage them to continue to do the good behavior. Ведь если вы хвалите поведение, это поощрит человека к тому, чтобы воспроизводить это поведение. Whereas if you praise the person, Но если вы хвалите личность, that may just lead to an ego trip for them, a puffed up mind thinking they're better than other people. это человека может просто привести к играм эго, к раздутому самомнению и мыслям о том, что он или она превосходит других. And of course the same with respect to ourselves. Тоже, разумеется, касается и нас самих. Unfortunately, in our modern society, it's often looked down upon the fact when we praise ourselves. It's looked down upon if we praise К ourselves. сожалению, в современном обществе похвала в адрес самого себя или самой себя, на эту похвалу смотрят обычно сверху вниз. I think if we do something good, we need to praise that. Но, думаю, если мы что-то хорошее осуществляем, нам нужно это дело похвалить. So again, it's a matter of rejoicing in our own behavior rather than praising ourselves. Но опять-таки речь о том, чтобы сорадоваться своему поведению, а не хвалить самое себя. So again, if we praise ourselves, then maybe we just get this arrogant attitude thinking we're better than everyone else. Опять-таки, если мы восхваляем себя, то можем впасть в высокомерное
состояние ума, где мы думаем, что мы превосходим всех остальных. So again, this empathetic joy or rejoicing or praising is the behavior, not the person. Опять-таки, сопереживающая радость или сорадование направлено на поведение, а не на личность.